Я помню, у меня был случай, хотел сказать, в детстве. В детстве сознания Кришны. Я был пуджари, вы не поверите. Был пуджари и был еще поваром, готовил нашим божествам. Шри Шри Даял Нитай Шачисути в Москве. 6 лет я этим занимался, и в какой-то момент наш главный пуджари уехал на гору Пурниму, я остался один, и в те времена, в 90-е годы, до кризиса вот этого 98-го года, очень много преданных было много денег, вы не поверите, много было денег. Деньги носили в рюкзаках, таких, знаете, больших рюкзаках, вот, просто вот в рюкзаках носили деньги. Это кошелек был такой. После Санкиртаны такой раз его. И вот на праздник, там еще была организация, Прем-Инвест называлась. И они приходили, вот эти вот люди, бизнесмены, и клали пачки денег, вот в эту копилку пачки денег клали. И после праздника, я как главный пуджари, мне нужно было освободить вот эту вот копилку, а она, знаете, уже не влезали деньги туда. Мне надо было ее освободить, и чтобы вот, влезали деньги. И я пришел в свою комнатку с этим вот, ларцом вот таким, высыпаю эти деньги. Поймите, в те года люди голодали практически. Помните, там, 90-е годы, по талонам там, вот, зарплату, одну бумажку на двоих выдавали, вот, и все остальное. И я, значит, пачки денег вот так высыпаются, и я понимаю, что какой-то демон стал из моего сердца проявляться. Это как шизофрения, знаете, голос я услышал, в голове голос. Но ты же тоже считаешь, ты же тоже достоин того, чтобы взять что-то из этих денег. И я почувствовал, это сила, которая, знаете, заставляет меня просто взять эти деньги и положить в карман. И мне страшно стало. То есть не было этого, знаете, когда у вас нет возможности, и демонов-то не видно этих. Так ведь? И я побежал за другими преданными, за старшим, говорит, пойдемте, там голос. Голос из сердца там вообще проявляется. Спасите меня от этого голоса. И мы пришли вместе. Поэтому нельзя считать, особенно большие суммы, и не ваши суммы, нельзя считать в одиночку. Потому что голос, и вы даже не знаете, что он там есть. Уловили, да? Поэтому все эти демоны, они там есть, и они просто, когда появляется возможность, когда возможности нет, то, кажется, какие проблемы? Какие проблемы, кажется? Какие проблемы, что, мне никто не мешает, когда я даю лекцию. Это вы дайте лекцию, и посмотрим, как вы будете реагировать. Понимаете? Почему так вот хочется, чтобы тебя слушали? Сложно сосредоточиться, потому что. И демон начинает проявляться. Итак, что олицетворяет собой этот демон Кеши? Можно сказать, что он не актуален для нас. Для большинства из нас он не актуален не потому, что его нет. Не потому, что его нет. Просто еще время не пришло. Он там сидит. То есть, еще раз, все они из одного корня. Корень один. Я хочу быть Богом, и я завидую тем, кто мешает мне почувствовать себя Богом. Это просто разные формы принимает.